Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Ребята, у нас в игре вышла новая пушка АГР-556, ну или еще и называют АУК. И знаете, я поиграл с ней уже несколько раз и в рейтинге, и в обычной сетевой игре, и до сих пор не определился вообще, стоит ее брать или нет. Так что давайте сегодня возьмем ее на тест, я вам покажу все, расскажу и за ТТК разложу. Короче, сегодня будет интересно, ребята. Поэтому я вам расскажу точно, стоит ее брать или она не стоит внимания вообще. Ну и сейчас, ребята, наливайте себе самый вкусный чай или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Ну и по традиции мы сравним самые главные модули по урону в цифрах. Ребята, здесь видно, что именно по урону, то есть вот именно по ХП, лидирует у нас ОВС, связка, монолит и патроны 5.56. Если в переводе на пули для убийства, то точно такая же картина, ребята. Но скажу сразу, все неоднозначно, потому что 5.56 замедляет, получается, темп стрельбы. И нужно мерить ТТК. Поэтому давайте с вами посмотрим скорострельность. Вот, ребят, видите, то есть получается сток стреляет быстрее, чем с патронами 5.56. Поэтому по ТТК получается вот такая таблица, ребята. Я сейчас сделаю подольше, на 30 секунд эту таблицу. И смотрите, какая картина. Давайте сделаем логический вывод. На дистанции 5 и 10 метров для раша, для ближней дистанции, нужно стрелять без патронов. То есть, если вы стреляете, получается, и бегаете как именно с ППшкой, на ППшка, то рашить надо без патронов. Если же вы используете как универсал эту пушку, тогда надо вешать, получается, самые максимальные наши обвесы. То есть, я вам сейчас покажу, ребята, две сборки по этой таблице. Первая сборка сейчас будет на максимальный раш, на максимальную подвижность, и чтобы забирать на 5 и 10 метрах. То есть, реально, то, для чего предназначается эта пушка, то, для чего предназначается класс, это ПП. Поэтому поставим мы МИП легкий, боевой приклад YKM. По нашей табличке, которую я в два видео уже показал вам в предыдущем и перед ним, вешаем вот так вот, получается. И вот остается еще один у нас модуль. То есть здесь все максимально на скорость прицеливания. И получается, вот можно, в принципе, ударную переднюю рукоятку, но это будет минус прицеливание, минус тут прицеливание, минус тут перемещение. Короче говоря, как-то не очень. Можно, в принципе, горизонтальную и вертикальную отдачу погасить вот этим вот дульником, тормозом. Но сами подумайте, зачем вам на 5 и 10 метрах, если цель только это, например, это карта Shipment, зачем вам минусовать скорость прицеливания и какую-то там отдачу контролировать, там, вертикальную. Я лучше вот эту вот ловкость рук поставлю, потому что нужно быстро перезаряжаться, ибо патронов получается мало. На такой дистанции, как бы, да, там 25 патронов в стоке. Мало, поэтому я ловкость рук поставлю для быстрой перезарядки. Вот такая сборка, ребят. Это максимальная подвижная сборка на раш. То есть, чтобы рашить на 5 и 10 метрах. Вот так, мои дорогие друзья, забирайте, фотографируйте себе, я все стираю. Теперь вторая сборка, ребята, будет на универсал, то есть, чтобы и ближняя, и дальняя дистанция прям вау. Меткий стрелок ОВС, монолит, патроны 5.56. А далее давайте думать по нашей табличке. Сейчас, подождите, можно, в принципе, 60 патронов поставить, но слишком много уже, слишком много. Получается, заднюю рукоятку мы сюда ставим по нашей табличке, потому что она максимально бафает у нас прицел. И почему я ставлю лазер, а не приклад? Ведь по табличке нашей приклад максимально бафает именно скорость прицеливания. Объясню, ребят. Сейчас объясню. Смотрите. Давайте с вами сейчас зайдем в приклад. Вот такая, в принципе, сборка получилась. И если мы поставим вот этот приклад YKM, который максимально бафает у нас скорость прицеливания, то будет минус вертикалка, минус стабилизация. И смотрите, по сути, ничего не изменится, мы только потеряем контроль над пушкой. Вот, если поставить как бы, да, вот вместо задней рукоятки, вот, то есть вот, RTC можно поставить, в принципе, если вы реально хорошо контролируете отдачу. Точнее, если вы не справляетесь с отдачей, то можно ставить RTC приклад. Вот, смотрите, ребят, такая сборка, как я вот сейчас вам показал. То есть идеально я ее контролирую в ноль практически. Ее швыряет влево-вправо чуть-чуть совсем. Если вам некомфортно отыгрывать, ставьте приклад RTC. Устойчивый приклад ставьте. Тогда да, все, вопросов вообще не будет. Вы будете нагибать и прям в точку стрелять. Но я вам показал, я контролирую ее в ноль. Стреляет прям в точечку. Эта сборка прям вот в точечку. То есть у меня все в порядке. С моим аимом там и так далее. Все в порядке.
Вот, так, ну когда уже начнется? Когда уже начнется катка? Что за фигня, такая долгая разминка? Неужели у кого-то, ну, в 21 веке настолько проблемы с интернетом? Так, ну ладно. Короче, ребят, я уже поиграл 1 или 2 раза именно в рейтинге. И в обычной сетевой игре. То есть буквально там, я же ее прокачивал, правильно, поэтому как бы я поиграл с ней, это логично. И сразу скажу, очень неоднозначно, ну очень неоднозначно. Если ХГ-40 нагибает нереально, и от нее прям понимаешь, да, с этой пушкой я буду нагибать. Если Русик, я вот протестировал, я недооценивал его, и с Русиком, да, я буду нагибать. А вот с... Ой, ладно. Окей, надо меньше базарить. Вот, короче говоря, с этой пушкой вообще неоднозначно. То нагибаешь, то нет. Ок, ладно, это снайпер, понятно. Вот, с этой пушкой то тащишь, реально там бац-бац, прям все классно. То не получается тащить. Вот как-то непонятно. Она очень неоднозначна, этот АУК, или АГР, да? Очень неоднозначно. Опа, вон там. Оп, все, вынесли. И с этой стороны зайдем. Опа! Ну, то есть, вот, так, патроны подобрали, вроде нормально, тебе нормально. Советую ставить стервятника, особенно в там всяких дизматчах и так далее, или там в превосходстве, потому что патронов реально начинает не хватать. Понял, ну да, феник, ну, понятно, ясно. Так, куда бы нам сходить, давайте так, пойдем по этому. Опа. Ну, вот, короче говоря, ребят, вот мое мнение, лично, вы можете там, ну, понятно, у вас мнение может отличаться от моего, это абсолютно нормально. А у меня мнение следующее, ребят, переделывать из ППшку в штурмовку. Опа! Тот же феник, ребят, ты что думаешь, ты думаешь, я на своих ошибках не учусь? Ты думаешь, я 2 раза на лопату наступлю на одну и ту же? Ага. Короче, ребят, мое мнение такое, что переделывать из ПП в штурмовку, ну, типа делать универсальную ППшку, это порой глупо и извращенски, потому что ППшка, она вот должна быть подвижная, да, она должна швырять, то есть на 5, 10-20 метров максимум. Вот. Есть, конечно, универсальные ППшки, вот ХГшка универсальная, Русик мне показался более-менее универсальным, Вот, это да, вопросов нет, но вот АУК мне лично не зашел как универсал. Вот. Так, понятно. Ясно. Вот, ребята, зашел как ППшка, то есть надо все-таки делать на максимальную подвижность. И рашить именно сблизи. А вот так вот, ну, вот мне лично по ощущениям как-то, ну так, то есть вот вроде да, вроде выносит, а в другой момент зажимаешь и не получается выносить. Я не знаю, с чем это связано. То есть, честно, ребят, честно, не могу объяснить. То есть иногда прям наваливаешь и думаешь, да, реально имба, прям, вау, затащил как бог. А иногда стреляешь такой, ё-моё, да я бы здесь с Русика взял бы, перестрелял бы. Из ХГшки бы взял бы, перестрелял бы. Ну и из ПП, и там QQ9, ну QQ9 уже, не знаю, как-то ее, по-моему, не понерфили, как мне пока. О, ребят, красиво, ребят. Ну красиво же сейчас было, -2 дал. Вообще нормально. Вот, то есть в какие-то моменты ты понимаешь, что другая пушка, она бы лучше отыграла бы, чем АУК. А в некоторых моментах... Короче, не знаю, ребят, я уже 1000 раз это повторяю по кругу, я не знаю, честно. Очень неоднозначные эмоции, очень неоднозначные. Поэтому 50 на 50. Рекомендую ли я ее брать в рейтинг? Не знаю, только если для раша, разве что. Рекомендую ли я с ней поиграть, попробовать? Однозначно, чтобы получить эмоции. Однозначно, просто однозначно. Вот, поэтому смотрите сами. В принципе, как вы считаете. Так, чтобы назвать ее мета-имбовой нагибучей? Нет, не назову. Новые эмоции, да, потому что новая пушка. Ну, такое. Так, ага. Мой дрончик забрал. Неплохо. Так, остается нам 12, короче говоря, фрагов отыграть. 12 очков. И погнали. Я думаю, мы возьмем эти 12 фрагов. Опа, минус. Ну! Да господи, да как? Я же спрятался за окошком. Вот не понимаю этих моментов, если честно. Очень часто у меня в последнее время стали такие рассинхроны в игре. Особенно в рейтинге, когда в моей камере я уже прятаюсь за препятствие. И такой, и все, и меня после этого убивают. А потом смотрю как бы киллкам, и там оказывается я не спрятался за это препятствие. То есть вот эти рассинхроны, это прям жиза, реально жиза. Я не знаю, что с этим делать, потому что пинг у меня стабильный. 10-20, вот так вот, ну в этой диапазоне. Хотя иногда вот сейчас скакнул, например. Возможно из-за этого. Возможно из-за того, что скакнул в этом моменте пинг. Может быть. Ну ладно.
Так, вот сейчас, вот как? Типа, вот как сейчас это было? Непонятно. Так, осталось ну, все, отлично, мы победили. Win, так сказать. Так, давайте посмотрим на счет по-быстренькому, потому что победа победой. Ну, нормально, кстати, я настрелял нормально, но как бы это ж, понятно, главная победа. Короче, ребят, в рейтинг не советую брать. Отыграть для эмоций советую. Надеюсь, как всегда годно. С тебя, как всегда, лайк, а с меня годный контент. Всем до новых встреч и пока-пока.